Кира, я сегодня задержусь на работе, у нас соврал. Десятки людей в отделении, больница переполнена. Врачи диагностируют отравление, но я не видела ничего подобного за всю свою врачебную практику. Причина отравления до сих пор не выявлена. В чем дело, мам? Я собираюсь в школу. Милая, я надеюсь на твое благоразумие. Мне нужно, чтобы ты сделала, что я скажу. Застелить кровать по-человечески? Ладно. Я не об этом. Ситуация ухудшается. Включи телевизор. Серьезно, мам? Я в школу опоздаю. Ты не пойдешь сегодня в школу. Хочешь, чтобы я прогуляла контрольную по математике? Ого, сегодня самый счастливый день в моей жизни. Твоя учительница по математике в реанимации, как и половина твоего класса. Ночью с отравлением в больнице поступило более 1000 человек. И число растет в геометрической прогрессии. В регионе объявлено чрезвычайное положение. В регионе? Включи новости, Кира. Что происходит? Что это, мам? Я не знаю. Могу только догадываться, но мои догадки тебя не обрадуют. Теперь сделай, что я прошу, пожалуйста. Сначала закрой все окна и двери. Наглухо. Убедись, что все закрыто. Все до единой форточки. Ни в коем случае не используй воду из-под крана. Кира! Я собиралась чистить зубы. Только не проточной водой. В кладовке стоит бутилированная. И еще кое-что. Никого не впускай в квартиру. Ни друзей, ни соседей, ни сантехников. Никого, понятно? Почему? Я хотела Лину позвать, мне одной страшно. Нет, детка. Лина тоже здесь, и ей очень плохо. Что с ней? Мам, можно я приеду к тебе? Пожалуйста. Нет. Ты останешься дома и будешь ждать меня. Моя смена закончится в 11:30. Я слышу сирены на улице. Они эвакуируют людей? Там толпы народа. Объясни мне, в чем дело? Кира, по всей вероятности, это не отравление, а заражение. Инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период 6-8 часов. Что за болезнь? Если бы я знала. Нам мало что известно. Мы видим только то, что происходит с заразившимися. Что с ними происходит? Что с Линой? Мам! Мама! У меня много работы. Я буду писать по мере возможности. Мам, мне страшно. Мне тоже. Ты не видишь того, что вижу я. Кто-то ломится в дверь. Это Тамара Васильевна. Ей плохо, кажется. У нее все лицо в волдырях. Мама, что мне делать? Она плачет. У нее из глаз идет кровь. Не открывай дверь. Ты меня слышишь? Она упала на лестнице. Детка, я знаю, тебе больно и страшно это видеть, но ты уже не сможешь ей помочь. Ты хочешь сказать... Я хочу сказать, что от этой инфекции нет лекарства. Мы перепробовали весь арсенал средств, что у нас есть. Этот вирус распространяется слишком быстро и убивает за считанные часы. Кровотечение из глаз – это предсмертный синдром. Пожалуйста, Кира, не вздумай никуда выходить или кого-то впускать. Мам, может, ты приедешь домой сейчас? Я очень боюсь. Я не могу. Я нужна здесь. Мы ждем специалистов из Министерства здравоохранения. Надеюсь, нам помогут. По телевизору сказали, что заражены уже несколько регионов. На лестничной клетке лежит мертвая Тамара Васильевна. На улице паника, давка, ругань, пробки. Я схожу с ума. Возможно, нам удастся уехать ночью или завтра утром. Я договорилась с дядей Витей, и он заберет нас после пересменки. Собери самое необходимое. Теплые вещи, еду, воду дня на 2-3. К моему приезду будь готова, пожалуйста. Найди резиновые сапоги, перчатки. Все, что есть у тебя из закрытой одежды. Обязательно что-то для лица, маски и повязки. Я постараюсь добыть защитный костюм, но не обещаю. Скажи мне, что я сплю. Я не верю, что это происходит на самом деле. Мама! Мам! Ответь мне! Почему ты молчишь? У нас электричество отключили. Я теперь даже телефон зарядить не смогу. У нас тоже. Ты собираешься домой? Да, милая, моя смена почти закончилась. Я собрала все, что ты просила. Еще положила лекарства, фонарик, батарейки. Ты у меня очень сильная и храбрая девочка. Я так тебя люблю. Больше всех на свете. Я тебя тоже. Мне очень страшно. Я слышу крики за окном. Там прямо на асфальте лежат люди. Они мертвые. Давай сделаем так. Ты заваришь себе ромашковый чай,
добавишь пару ложек успокоительного сиропа и завалишься спать, пока я еду. А утром мы с тобой что-нибудь придумаем. А дядя Витя? Дядя Витя не приедет. Алина? Елена Николаевна? Все остальные? Кира. Они умерли! Детка, ложись спать. Завтра все успокоится. Только разбуди меня, как приедешь. Обязательно. Хорошо, милая. Все будет хорошо. Целую. Кира проснулась от яркого солнечного света, бьющего в окно. Девочка взглянула на часы. Большая стрелка замерла на цифре 12. На улице было тихо, беззвучно. Только лежащие на асфальте люди и брошенные посреди дороги машины напоминали ей о вчерашнем дне. Дома тоже стояла тишина. Мам? Мам, ты дома? У меня в деревне была подруга Катька. Жила она с матерью в небольшом, но очень уютном домике. Тетя Люда, мать ее, постаралась. И хозяйство у нее там было, и на баню хорошую накопила. Вообще женщина очень серьезная. Как-то решила я у Катьки остаться. Тетя Люда нам затопила баню. Когда мы вышли, нас ждал горячий чай с бутербродами. Сели мы чай пить, тетя Люда с нами. И как-то зашла у нас тема про необъяснимые вещи. Стали мы с Катериной разные байки рассказывать. Про черную руку, волосатую ногу. И тут Катька аж взвизгнула. «Ма, слушай, помнишь, когда я маленькая еще была, вы иногда обсуждали про то, как на вас напасть хотели? Ты мне говорила, что потом расскажешь. Расскажи нам, пожалуйста». Тут тетя Люда слегка поменялась в лице, как будто тень в глазах мелькнула. И сказала: «Да, помню. Как такое забудешь? Эти ваши истории, девчули, все бред. Когда все это произошло, я была немного старше вас. Мы же тогда в другой деревне жили. Родители, я, сестры. Мамка с отцом целый день в поле, а мы и за домом смотрим, и за сестрами, что младше. И вот однажды мне пришлось одной остаться на ночь с младшими. Старшие девки уехали в город в магазин за продуктами и остались там на ночь у тетки. Мать с отцом тоже остались в поле на выходные, чтобы больше заработать. Уложила я сестер спать, а сама сижу, вещи рваные штопаю под светом лампы. И тут вдруг сильный лай Тошки, собаки нашей. Он не то что лаял, он как с ума сходил. Мне прям не по себе стало. И тут стук в дверь. Сначала тихонечко, потом сильнее, сильнее. Вдруг Тошка заскулил и умолк. Я спрашиваю: «Кто там?» Голос, который явно старался сойти за голос матери, но очень неприятный, старческий такой, хрипловатый, отвечает: «Доченька, Людочка, это мама. Открой». Меня как затрясло. Я понимала, что это не мама, и, главное, ощутила сильную опасность. Даже близко к двери не подошла. А она: «Людочка, открой. Я же есть сильно хочу. Я голодная». «Уходи, — говорю, — я вилы возьму». Голос стал грубее, уж мужской, считай. «Дочь, да будь ты проклята! Я есть хочу! Дай мне сестру хотя бы!» Я была в ужасе. Я поняла, что речь идет именно о том, что ему нужен ребенок. Дети, естественно, уже не спали. Я подбегаю к ним, показываю тихо, закрывая им ротики, чтобы не плакали. Затем упала на колени и стала молиться.
И вдруг голос стал визжащим, металлическим. Я запомнил его на всю свою жизнь. «Люда, сволочь ты ёбаная! Дай сестру какую или сама выйди! И хватит молиться, гадина несчастная!» Я начала молиться еще больше, взяла икону и держала ее перед собой и сестрами. Вдруг резко послышались тяжелые вздохи, и все угомонилось. Тошка так и не лаял. Меня все трясло. Всех девочек посадила на одну кровать, укутала их одеялами и села рядом с иконой. С утра, когда услышала соседей, решила выйти. Когда вышла, был шок. Тошка лежал мертвым, а из горла его был выдран кусок. Сосед, когда взялся его закопать, сказал, что это животное его так укусило. Потом приехали родители, и я им все рассказала. Мне поверили. Пригласили одного мужичка верующего. Он защиту какую-то на дом сделал. А когда соседи все узнали о произошедшем, то один мужик рассказал, что рядом в деревне лет 10 назад он слышал историю, что нашли разорванный труп ребенка. Его брат рассказал, что ночью папа в дверь стучался. Отец от них давно ушел, мать работала ночью. И типа отец говорил, что пришел к ним, просился пустить. Мальчик выбежал, и все, больше его никто и не видел. Потом только труп нашли. Сказали, что волк напал на ребенка. Но что именно это было, так никто и не узнал. Иногда детские страхи – не только игра неокрепшего воображения. Есть у меня подруга Ирина. Умница, красавица, с остальным характером и вечным невезением в личной жизни. Но последние полгода, после того, как Ирина развелась с мужем и съехала на свою старую квартиру, невезение как-то стало зашкаливающим. То квартиру соседи снизу затопит, то у нее бумажник со всеми кредитками в стиральной машине окажется, то ее 5-летняя дочь зарисует все рабочие документы маркером или изрежет новое платье ножницами. Маленькая Даша, правда, свое участие во вредительстве отрицала. Все эти гадости, по мнению Даши, делала Зязя. Зязя била кружки, ощипывала цветы на окне и драла обои не хуже кошки. Это ужас какой-то, жаловалась мне Ирина, сидя на темной кухне. Всю раковину изрисовала зубной пастой, да еще повадилась на подоконнике по ночам сидеть, под открытой форточкой в декабре месяце. Проснулась вчера, сидит, прикрикнула, так она забралась ко мне в кровать. Хихикает, руки-ноги ледяные, к теплому животу. Я ору, конечно, и все равно кто сделал, Зязя. Может, я зря от мужа ушла, вот ее и несет. Я сочувствовала, охала, вздыхала, но ничего дельного посоветовать не могла. Разве что сводить Дашку к детскому психологу. В это время в прихожей послышался грохот. Я посмотрела на часы. 1:00 ночи. А Ирина демонстративно закатила глаза. «Даша, что ты опять творишь?» Тишина. Мы вскочили в прихожую. Там было пусто. Только видно было, что совсем недавно кто-то возился. И, кажется, даже прыгал в большом ящике с рассадой, который Ирина бережно хранила, чтобы летом применить на даче в каких-то своих посадочных работах. От ящика в комнату Ирины шла цепочка маленьких грязных следов. Ирина включила свет и обмерла. Комната тоже была пуста. Окно настежь распахнуто, а следы оборвались на подоконнике. «Даша!» – заорала подруга не своим голосом и бросилась в прихожую одеваться. Мне тоже стало нехорошо. Все-таки 3-й этаж. И я судорожно пыталась сообразить, куда звонить. В скорую или в милицию. «Мам!» – послышался Дашин голос, и она выглянула, растрепанная и сонная, из своей спальни. Ирина уронила пальто и бросилась к дочери, обнимать и целовать. Я махнула рукой и взяла веник убрать беспорядок. И насторожилась. Что-то было не так. Совсем не так. Мокрые и грязные следы были сначала маленькие, очень маленькие. Как будто там бежал кто-то не крупнее кошки, а уже потом превращались в подобие человеческих. Только каких-то кривых разлепистых с длинными пальцами. Или может даже с когтями. «Ирина!» – позвала я. И теперь уже мы вдвоем уставились на следы. «Что это?» – спросила Ирина и крепче прижала к себе Дашу. У нас за спиной послышался какой-то мерзкий и злобный смешок. И тут же дробный топот ног. Я обернулась и успела заметить в темном коридоре что-то маленькое Дашиного роста.
и увидеть желтые светящиеся глазки. Но и этого было вполне достаточно. Даша ревела, Ирина пила валерьянку. Я сидела в прихожей в обнимку со своим пальто и боялась идти домой. «Я как подумаю», — сказала Ирина, допивая очередной стакан валерьянки, что именно это трогало меня холодными руками. Она не договорила. Эту ночь Даша и Ирина ночевали у меня, и следующую тоже. А потом Ирина выставила квартиру на продажу и жила несколько месяцев на съемной. «Знаешь», — призналась как-то она, — «я ведь только потом вспомнила. Когда мы с родителями здесь на этой самой квартире жили, моя сестра Надька, она тоже говорила про зязю, что она приходит по ночам, на подоконнике сидит, в постель лезет и дышать не дает. Надя, Иринина сестра, умерла в возрасте 8 лет, как считалось от дифтерии. Следующую квартиру Ирина купила уже в моем доме, только этажом ниже. И несмотря на все дружеские чувства, я теперь думаю, а может зря, потому что нет-нет, да послышится мне мерзенький смех, да топот маленьких ног». Лето мы с семьей обычно проводим на даче. В городе делать особо нечего, да и жара переносится хуже. Другое дело село, природа, чистая река, не загаженная токсичными отходами. И, конечно, ностальгия по детству. Все, о чем пойдет речь дальше, произошло, когда я училась в 10 классе. Родители тогда не смогли поехать на дачу из-за какой-то запарки на работе. Но вот мне оставаться в тухлом городе не хотелось совершенно, и поэтому я попросилась поехать одна. Мать с отцом поначалу не хотели меня отпускать, но после долгих уговоров все же решили, что я достаточно взрослая и смогу позаботиться о себе вдали от них. В тот момент я обрадовалась даже еще больше, чем если бы мы поехали, как обычно, все вместе. Ведь можно было взять с собой Юльку и вдвоем насладиться отсутствием контроля со стороны родителей. Гулять допоздна, питаться одними чипсами и не спать всю ночь. Подросток, что с меня возьмешь? Отцу и матери я, разумеется, пообещала, что буду вести себя примерно, и, получив на руки скромную сумму денег и ключи от нашего дома, я быстренько собрала рюкзак с вещами и рванула домой к подруге. Сказать, что она обрадовалась, это ничего не сказать. Ее матери мы соврали, что едем вместе с моими родителями. Звонить им она не стала, так как ранее Юля уже не раз гостила у нас. Перед тем, как сесть на автобус, который увезет нас за 100 километров от дома, мы закупились чипсами, газировкой и, конечно, пивом. С последним нам помог Вадик, наш совершеннолетний приятель. В пути мы были около 3 часов. В автобусе запарились так, что можно было выжимать футболки. Как-никак июль на дворе. Выйдя на нужной остановке, мы шли по длинной тропинке, шутили и предвкушали прекрасное времяпровождение. Во дворе нашего дома мы заметили помятую траву. Здесь явно кто-то был до нас. Юлька сразу предложила уйти и позвонить родителям, но я быстро успокоила ее. «Ой, да не парься ты, это, наверное, собаки». «Да какие еще собаки? Как бы они через забор перелезли?» Забор у нас действительно высокий. Тут Юля не преувеличивала. 2-метровый, с колючей проволокой. Снизу тоже не проползти. Слишком маленькое расстояние над землей. Поднявшись на крыльцо, я постучала в собственную дверь. Юлька, держа в руках пакеты, стояла в стороне, наблюдая за моими дальнейшими действиями. В доме стояла гробовая тишина. Двери и окна были закрыты. Ничего не говорила о возможном вторжении, и я решила войти. «Эй, есть кто дома? Выходи, а не то полицию вызову!» Ответом мне, как я и ожидала, была тишина. «Все нормально, заходи». Я позвала подругу и прошла из прихожей в небольшую гостиную, совмещенную с кухней. Потом поднялась на 2-й этаж и проверила обе спальни. Там все было так же, как мы и оставляли после празднования Нового года. Пожав плечами, я спустилась вниз к Юльке, сказав ей, что все хорошо. После этого она кое-как переключила свое внимание на предстоящее веселье. Выйдя из дома, мы отправились в маленький магазинчик и купили там по бутылке кваса. По дороге к речке мы выпили его и уже на месте наполнили опустевшие бутылки пивом, чтобы никто из взрослых не спалил. Юля молча смотрела вдаль.
Лицо у нее было мрачное. Первой тишину прервала я. «Юль, ты чего?» Помявшись, подруга ответила. «Эх, когда ты первая тогда вошла в дом, мне послышался какой-то шум у забора, а потом еще трава зашуршала. Там точно кто-то был, Кать». И что ж ты сразу не сказала?» Я отхлебнула пиво из бутылки и с недовольством посмотрела в глаза подруги. «Ты боялась, что ты мне не поверишь. Ну и как дуре не хотелось выглядеть». Мне приходилось вслушиваться в слова Юли, заглушаемые плеском речной воды. Так, мы постояли еще минут 20, а потом отправились в обратный путь. К тому же небо внезапно заволокло тучами. Вернувшись, мы обнаружили, что забыли запереть дверь на ключ. Эх, дырявая моя башка. Ругая себя, на чем свет стоит, я влетела в дом, выискивая там незваных гостей. К счастью, все было спокойно. Вдруг я услышала обеспокоенный голос Юльки. Она звала меня с улицы. Я выбежала к ней во двор и нашла ее за домом. Подруга стояла возле забора и с ужасом смотрела себе под ноги. «Что? Что такое?» «А ты сама посмотри!» На земле под забором было углубление. Кто-то прокопал его. Наверняка, чтобы попасть в дом. Такой была моя первая мысль, но я постаралась не выдать своего волнения. Короче, я думаю, что это собаки. Их же тут у нас много, ты ж как бы это сама знаешь. Да тут точно что-то не так, говорю тебе. В чем-то я была согласна с Юлей, но в отличие от нее, у меня не было никакого желания впадать в панику. Может, все-таки позвоним твоим, а? И речи быть не может. Хочешь, чтобы они твоей матери рассказали о нашей поездке? Подруга отрицательно покачала головой. Тетя Ира, ее мать, была женщиной строгой и своенравной. За подобные выходки Юльке бы влетело по первое число. Тогда я решила во что бы то ни стало закончить день на хорошей ноте и потащила Юльку в дом, чтобы посмотреть «Кошмар на улице Вязов». Любимый фильм моего старшего брата, который на тот момент служил в армии. Смотреть его на даче было самое то. Мы уселись на диване, взяли чипсы и приступили к просмотру. К тому моменту стали слышны первые громовые раскаты. Все это создавало неповторимую атмосферу жути с привкусом маленького приключения. Когда фильм закончился, за окном сильно потемнело. По стеклу стучали капли дождя, а из открытой форточки потянуло прохладным воздухом. Пока я вставляла видеокассету со второй частью фильма, где-то в глубине дома что-то щелкнуло. Мы с Юлей застыли и начали прислушиваться к звукам. Но больше ничего не произошло, только один единственный громкий щелчок. В тот миг я уже жалела, что не послушалась подругу и не уехала сразу. Ведь были же звоночки, были! Трясущимися руками я вернула кассету в коробку и на цыпочках выглянула из гостиной. Перепуганная Юля осталась сидеть на диване и следила за каждым моим движением. В доме было темно. Иногда вспышки молнии отражались на стенах, заставляя мое сердце всякий раз сжиматься. Выйдя в прихожую, я осмотрелась. Я пыталась понять, что именно могло щелкнуть подобным образом, но так ничего и не прояснила. Бледная Юля подошла ко мне на ватных ногах и заскулила. «Тут кто-то есть, мне страшно». «Ну что ты как маленькая? Наверное, ветка в окно ударила. Вон какой витрина на улице, а ты тут разнюнилась». На самом деле, я сама не верила в то, что говорила, но нагнетать еще хуже не хотела. Как известно, в каждой компании всегда есть свой извечный скептик. Так вот это я. Внезапно послышался противный скрип, тоже единичный. Сразу за этим последовал громкий громовой раскат. Юлька вздрогнула и прижалась ко мне всем телом, царапая длинными ногтями руку. В этот момент я почувствовала сильное сердцебиение подруги. Ей было страшно. Страшно до одури. Честно говоря, мной тогда овладевали точно такие же чувства. «Надо бежать!» Юля прошептала мне это на ухо, больно сжимая мою руку. «С ума сошла! На улице буря! Куда мы пойдем в такую погоду?» По щекам подруги побежали слезы.
Мой взгляд смотрел через всю прихожую на телефон, стоявший на кухонном столике. Нужно позвонить маме и папе. Пойдем. Крепко держась за руки, мы подошли к старому аппарату. Мобильных телефонов в начале нулевых у нас тогда не было, как, собственно, и у наших родителей. Поэтому оставалось уповать только на то, что родители уже вернулись домой с работы. Уперевшись ухом в трубку, я ничего не услышала, только глухую тишину. Юля в надежде смотрела на меня, прислонившись к стене. Ее всю трясло. Я нащупала провод телефона и в ужасе отпрянула назад. Провод был оборван. Я не знала, как сказать об этом подруге. Прислонив палец к губам, я велела Юле молчать и показала кусок провода. Увидев это, она прижала руки к рту, чтобы не закричать, и тихо заплакала. А не это ли был тот щелчок? Может, пока мы смотрели фильм, кто-то в буквальном смысле у нас за спиной оборвал провод? Или это произошло, пока мы были у реки? Именно оборвал, даже не перерезал. Но как? Нужно обладать недюжинной силой, чтобы порвать такой толстый провод. Мысли путались. Одна была бредовей другой. В любом случае, мне было не до того, чтобы воссоздавать от начала и до конца всю картину произошедшего. Меня всю колбасило от ужаса. По спине хороводом поползли мурашки. Тогда я решила, что нужно бежать. Взяв подругу за руку, я рванула к двери, но даже нормально ее открыть мне не удалось. Ветер и дождь лупили по нам со страшной силой. В такую погоду далеко не уйти. Делать было нечего, и нам пришлось вернуться обратно в дом. Вдруг мы услышали шаги по лестнице. Кто-то спускался вниз. Переглянувшись, мы бросились за первое попавшееся кресло, кое-как уместившись там вдвоем. То, что мы увидели дальше, заставило меня содрогнуться. В прихожую выплыло нечто кривое и волосатое. В свете молнии я увидела это существо всего на долю секунды. Но этого мне хватило, чтобы всю оставшуюся жизнь просыпаться в страхе каждую ночь. Оно рыскало по прихожей, обнюхивая углы, ходило шатающейся походкой на своих тонких, мохнатых конечностях, отдаленно напоминающие то ли копыта, то ли собачьи лапы. В темноте было непонятно. Руки существа были такими же длинными и полусогнутыми. Они свисали до колен, заканчиваясь тупыми, но мощными когтями, которые при резких движениях издавали щелчки. Вот оно! Вот что на самом деле щелкало. Такими когтищами оно без труда могло порвать провод от телефона. Но если это сделало оно, то получается, что оно разумно? От этой мысли меня покоробило. Юля, казалось, была уже на грани нервного срыва. Вдруг оно взвыло могильным голосом и резко отшвырнуло в стену маленький столик, из-за чего он разбился на мелкие кусочки. Я с трудом сдержалась, чтобы не закричать. Юля бесшумно плакала. Обе мы молились о том, чтобы это поскорее закончилось, о том, чтобы вернуться домой живыми. К нашему ужасу, эта тварь все-таки вошла в гостиную и остановилась буквально в 3 больших шагах от кресла, за которым мы прятались. Тогда минуты казались вечностью. Тварь стояла в центре комнаты, почти неподвижно, и, казалось, думала, прикидывала, где нас найти. В следующую секунду произошло то, что до сих пор снится мне в кошмарах. Эта тварь подошла к креслу и стала принюхиваться. Когда его вязкая, горячая слюна капнула на голову Юли, она заорала. Заорала так, что я чуть не оглохла. Оцепенение сменила паника. Вереща, мы выскочили из кресла и побежали вглубь дома. Существо, отталкиваясь от стен, бежало за нами, но в какой-то момент отстало, споткнувшись о порожек. Мы с Юлей притаились под лестницей, не издавая больше ни единого звука. Я думала о родителях. Надеялась, что они решили не ехать за мной. Ведь я не позвонила им вечером, как мы договаривались. Хоть бы из-за непогоды они остались дома. Я боялась даже представлять, что может сделать эта тварь с человеком. Скоро мы вновь услышали щелчок, а затем и шаги. Тяжело дыша, оно приближалось к лестнице. От страха у меня потемнело в глазах. Сердце бешено билось в груди. В мыслях я молилась, но молитвы не помогали. Скрип.
Тварь поднялась на первую ступеньку, затем на вторую. Если оно зайдет на второй этаж, у нас будет фора, чтобы попытаться убежать. Тем более, что гроза почти закончилась. Вдруг оно остановилось. Тишина ударила по ушам. Почему оно не поднимается дальше? Секунда, и мы увидели перед собой бледное лицо с кровавой пастью. Человеческое лицо. Его бледную остроконечную макушку покрывали трупные пятна и язвы. А еще оно улыбалось, обнажая острые, как бритвы, зубы. Сама тварь стояла на лестнице, но голова на длинной шее качалась из стороны в сторону, как маятник. Истошно крича, мы выбежали из-под лестницы с другой стороны и рванули к окну в прихожей. Я вылетела в него, не раздумывая ни секунды. Несколько мелких осколков впились мне в шею, но, к счастью, не задели важные артерии. Прямо на меня сверху рухнула Юлька. Следом за нами выползла и тварь на своих длинных мохнатых ногах. Существо было таким огромным, что переползло через окно, словно это был крошечный заборчик. Поднявшись на ноги, мы побежали на большую дорогу. Мы бежали, не чувствуя усталости, хотя пот стекал со лба ручьями. Оно бежало за нами, точнее прыгало, отталкиваясь мерзкими лапами от земли сразу на 1-2 метра. Иногда оно перекатывалось и ползло, хватаясь когтистыми лапами за рыхлую после дождя почву. Его голова мерзко елозила на длинной шее, а челюсть в нетерпении клацала. Когда впереди показалась дорога, тварь отстала, а потом и вовсе пропала из виду. Но мы не переставали бежать, держась ближе к обочине. Мимо нас проносились машины, но никто не останавливался, чтобы помочь. В конце концов, когда мы выдохлись и остановились, страх немного отступил. Здесь, среди машин и какого-никакого присутствия живых людей, мы чувствовали себя чуточку увереннее. Так, мы прошли, наверное, где-то полкилометра и вскоре увидели машину моего отца. Родители все-таки приехали за мной, и я даже не знала, горевать мне или радоваться. О том, что произошло дальше, долго распинаться не буду. Скажу только, что мы ни о чем не рассказали моим родителям. Наврали какую-то ересь о том, что испугались грозы. Естественно, они нам не поверили. И меня, и Юльку наказали. До конца лета ни она, ни я ни разу не вышли на улицу. И это не считая того, что отец выпорол меня так, что я потом неделю не могла нормально сидеть. Ну и все в принципе. На дачу родители в тот год не поехали. Специально, чтобы я отсидела весь положенный мне домашний арест. Но как же я тогда радовалась. Радовалась тому, что мы не поедем туда. Обратно, к этой неведомой твари, которая до сих пор приходит ко мне в кошмарных снах. В тот год я даже не заикалась о даче, и родители тоже не особо поднимали эту тему. А потом позвонила соседка и сказала, что наша дача сгорела. Вроде как в нее ударила молния. Точных причин мы так и не узнали. С тех пор в то село мы не ездили. Да и вообще, лето теперь я предпочитаю проводить в городе. Ваня и Сережа ехали в переполненном вагоне метро и слушали музыку, поделив одну пару наушников между собой. На улице была жара градусов по 30, а тут в подземке веяло прохладой и свежестью. Разговаривать совсем не хотелось. Парни ехали после практики в техникуме и чувствовали себя уставшими. «Станция метро Тимирязевская», — объявил приятный мужской голос из динамика в вагоне. «Ехать еще долго», — подумал Ваня. «Можно и вздремнуть, пожалуй». Ребята устроились поудобнее и задремали. Первым открыл глаза Сережа. Жутко затекли ноги, и музыка в плеере почему-то перестала играть. Прохлада подземки уже перестала казаться приятной и начала пробирать до костей. Парень достал из рюкзака толстовку и попытался включить плеер. Он точно помнил, что заряжал его перед поездкой, но плеер почему-то не включался. Немного отойдя от сна, Сережа начал замечать нечто странное. Освещение в вагоне постоянно мигало, издавая неприятный потрескивающий звук при выключении.
А пассажиры, даже те, что находились в другом конце вагона, сидели неподвижно, устремив немигающие взгляды в сторону мальчиков. Сергею стало не по себе. Ком подкатил к горлу. Он пихнул локтем в бок мирно посапывающего брата. Ваня открыл глаза и хотел было выплеснуть на Серегу нахлынувшую от внезапного пробуждения бурю негативных эмоций, но наткнулся на его испуганный вид. Сережа схватил брата за локоть и выскочил из поезда. «Ты что?» – завозмущался Ваня. «Как мы теперь до бабушки добираться будем?» «Доберемся как-нибудь. На маршрутку сядем, не на нас», – ответил Сережа. «До автобусной остановки долго идти, а я устал и спать хочу. Поесть бы чего», – запричитал Иван. Но брат снова схватил его за локоть и потащил к выходу. Ваня высвободил локоть и нехотя зашагал рядом с братом. Сергей хоть и был всего лишь на год старше его, но Ваня старался во всем его слушать, ведь тот был серьезнее и самостоятельнее его. Освещение в подземке мигало и трещало так же, как и в поезде, а надпись с названием станции потускнела и потеряла половину букв. Иван посмотрел на часы. Стрелки не двигались и замерли на 19:32, но сейчас явно времени на час-два больше. Самое странное, что несмотря на еще не позднее время, станция метро оказалась абсолютно пустой. Ни единого человека, ни единого звука. Даже поезд, проехавший мимо и почему-то не остановившийся на станции, не издал ни звука. Но это было только начало. Ребята поднялись по ступенькам наверх. Эскалатор не работал и вышли в город. На улице было лето. Еще днем они мучились от жары, а сейчас ледяной ветер пробирал их до костей. И жуткий холод сковывал каждую клеточку их тел. «Одень толстовку», — сказал Сергей младшему брату. «Нужно бабушке позвонить, а то волнуется, наверное. Скоро стемнеет, а мы уже давно быть должны у нее». Он вытащил из кармана телефон и набрал номер. Бабушка почти сразу же взяла трубку. «Алло, алло, Сережа, Ваня, где вы? Алло?» Сережа отвечал ей, но бабушка, казалось, его не слышала. По ее голосу чувствовалось, что она переживает и волнуется за них. Видимо, связь плохая, надо торопиться. Сергей прибавил шаг. «Стой!» – Ваня дернул его за рукав. «Посмотри вокруг. Как может быть такое, что на улице никого нет? Даже свет в окнах домов не горит». Мальчики огляделись. Действительно, было ощущение, что случилось нечто ужасное. Или все жители города просто испарились. Небо заволокло тучами, и стало совсем темно. Вдруг из-за угла, стоящего недалеко от метро дома, появилась человеческая фигура. В темноте трудно было что-либо рассмотреть, но фигура двигалась по направлению к ним. Это был мужчина в черной куртке с натянутым на голову капюшоном. Надо у него спросить, что происходит. Ваня двинулся навстречу к прохожему и заговорил с ним. Но прохожий не обращал никакого внимания на ребят и прошел мимо них. Сережа догнал прохожего и, схватив его за локоть, резким движением развернул к себе лицом. От порыва ветра капюшон слетел с головы человека, и мальчики в ужасе попятились назад. Вместо глаз у прохожего зияли две больших сквозных дыры. Человек накинул капюшон на голову и, как ни в чем не бывало, двинулся дальше. Мальчики вскочили и бросились бежать в сторону остановки. Наконец, выдохшись и окончательно замерзнув, они решили остановиться и еще раз позвонить бабушке. На этот раз телефон отказался ловить сеть. «Ваня, нельзя больше оставаться на улице. Помнишь Егора Ленышева, с которым я учился в школе в параллельных классах?» – спросил Сергей. Брат кивнул в ответ. «Так вот, я был у него пару раз в гостях. Его родители должны меня помнить. Неудобно, конечно, заходить к ним, ведь он утонул год назад в пруду, а я даже на похоронах не был. Но оставаться на улице сейчас тоже опасно. Да и не уверен я, что автобусы еще ходят. Давай зайдем к ним и оттуда бабушке еще раз позвоним. Их дом тут рядышком на Кировоградском проспекте». Ваня еще раз утвердительно кивнул. Зубы стучали от холода. Да и поскорее хотелось убраться с улицы. Найдя нужный дом, Сережа тихонько постучал в дверь. Послышались шаги, и дверь отворилась. Сергей замер от изумления.
Перед ним стоял Егор, расплываясь в приветливой улыбке. «Как хорошо, что ты пришел, Сереж. Проходите, ребята, вы, наверное, очень замерзли». Егор пригласил ребят в дом и отправился на кухню ставить чайник. Мальчики немного отогрелись. «Егор, ты же утонул в прошлом году на прудах», — первым начал разговор Сережа. «Ну да», — засмеялся парень в ответ. «Подожди, ничего не понимаю. А где твои родители? Почему ты один? А что им тут делать? Они ведь живы, а я нет. Ты нас разыгрываешь, Егор? Это не смешно. Нам хватило безглазого человека на улице. Объясни нам, что происходит». «А, безглазого, говоришь?» Егор засмеялся еще громче. «Я тебе сейчас в глаз дам. Нас родители ищут, и бабушка волнуется. Мы напуганы до чертиков, а ты тут смеешься сидишь». Ваня вскочил со стула и замахнулся на Егора. «Не сердись, пожалуйста», — успокоил его парень. «Я давно тут один. Уже разучился с кем-либо общаться. Сейчас я все объясню вам. Дело в том, что я действительно утонул год назад. А вы попали в это место не случайно. Это та же самая Москва с теми же улицами и домами, но по ту сторону жизни». «Что значит по ту сторону жизни?» – перебил его Ваня. «Это значит, что вы оба тоже мертвы. Поезд, в котором вы сегодня ехали, попал в аварию. В тоннеле метро рухнула одна из бетонных свай, поддерживающая конструкцию тоннеля, и часть конструкции упала прямо на поезд. Пострадал только один вагон, в котором находились вы». Братья потеряли дар речи и удивленно уставились на Егора. «Тот парень без глаз, которого вы видели, это один из тех, которых я называю бездушными. Они умерли так же, как и мы, не своей смертью, но их, в отличие от нас, кто-то убил. То есть мы умерли и теперь остались тут навсегда?» Со слезами на глазах спросил Сергей. «К сожалению, да. Я бы тоже хотел вернуться к своим друзьям и родителям, но...» Егор вздохнул и похлопал Сережу по плечу. «Если хотите, можете остаться жить у меня. Вы можете сходить завтра к своим родителям, пока ваши тела не похоронены. Вы можете увидеть, что у вас дома происходит. Но после похорон путь будет закрыт». На следующий день ребята навестили своих родителей. На столике с иконами и их фотографиями, который стоял рядом с их гробами, лежала вырезка из газеты про аварию в метро, унесшую жизнь 16 человек, которые тогда находились в вагоне. Авария произошла в 19:32. Ровно столько, сколько показывали навечно замершие стрелки часов на руке Ивана. Бабушка плакала и рассказывала их матери, что в 10 часу вечера ей звонил Сережа, но в трубке она ничего не услышала, кроме завывания ветра. Мать смотрела в окно немигающим взглядом, лишь на секунду улыбнувшись, когда Ваня в последний раз провел рукой по ее лицу.